Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на октябрь для знака зодиака Скорпион. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в октябре. Работаю я на Таро Акаши. На этой колоде работают на прямых и перевернутых. И она имеет доступ к вашим хроникам Акаши. Но не забывайте, что это расклад общий, но какую-то информацию или подсказки вы здесь получить можете. Энергия октября, знак зодиака Скорпион. Хорошо, давайте посмотрим, с какой энергией вы войдете в октябрь из сентября. Что у вас будет происходить в октябре? Первая декада, вторая декада, третья декада. И энергии, с которой вы выйдете из октября в ноябрь. Энергии, с которой вы входите в октябрь. Здесь у вас ложится четверка ключей. Карта называется Clearing the Way. Clearing the Way — это расчищенный путь или прояснение пути. Она у вас прямая. Мы видим, что мужчина и женщина в своей прекрасной карете ехали в свой дом, который виднеется вдали. И у них на пути возникло препятствие в виде упавшего дерева. То есть это дерево блокирует их путь. Да, тем не менее, у мужчины есть топор, и он готов расчистить путь. То есть эта карта является мощным сигналом, что сейчас для вас наступает время предпринять значительные действия для устранения препятствий на вашем пути. Это может касаться вашей личной жизни, отношений, работы, может быть, в связи с вашими творческими проектами. Но действовать вам нужно очень спокойно и продуманно. Потому что если вы будете слишком нетерпеливы, возбуждены, вы просто попусту будете тратить свою энергию, а может быть даже вот из-за того, что у него топор, нанести себе ущерб. Но с другой стороны, если вы чрезмерно будете спокойны, осторожны, вы не очистите этот путь до конца. Поэтому вас призывают сейчас быть решительными, сильными, когда вы трудитесь для того, чтобы устранить препятствия, которые блокируют ваши шаги. Со временем и с вашим вниманием путь к вашей мечте будет открыт. Энергия первой декады октября здесь ложится. Первый старший аркан — это оракул Дельфи, и он у вас прямой. Эта карта приходит, когда человек находится во время огромной внутренней и духовной силы. Даже если вы сейчас этого не осознаете, это лежит очень близко с вашим пониманием, с вашим самосознанием. Потому что, скорее всего, вы использовали этот дар в своих прошлых жизнях. Сейчас вы можете принимать образы, предчувствия, даже не зная, как их объяснить. Вам советуют: делайте заметки, когда вы получаете инсайты. У вас сейчас очень сильно развита интуиция, которая подскажет вам выход из каких-то сложных, может быть, жизненных ситуаций. А также у вас сейчас очень сильна связь с вашими духовными наставниками, с вашим высшим Я, с вашим ангелом-хранителем. Поэтому прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Вы можете стать оракулом своей собственной жизни. Вторая декада октября. Здесь у вас ложится семерка роз. Карта называется Dead Journey. Dead Journey — это путешествие. Путешествие, поездка, переезд. Но карта ложится перевернутая. Она может говорить, что какое-то путешествие, поездка или переезд могут быть отложены или отменены. Если вы захотите, например, расширить или изменить, или, может быть, разнообразить свою работу, то сейчас не самое подходящее время. Но не волнуйтесь, вы не потеряли возможность для новых открытий, новых путешествий, для новых мест. Просто это чуть откладывается. Будьте терпеливы, следите за тем, что лежит перед вами в настоящем. Вот этот ваш корабль обязательно вернется снова, но когда придет время. Энергия третьей декады октября здесь ложится.
четвертый старший аркан. Карта называется «Рождение, начало, рождение жизни». Да. В прямом положении мы видим, стоит женщина, и к ней навстречу бегут дети. Но когда эта карта ложится перевернутая, она может показывать на трудности или отсрочки, связанные, например, с беременностью, с любовными отношениями. Какие-то проблемы, может быть, трудности в семье или сложности с одним из ваших детей, между вами и ребенком, или сложности у ваших детей. Также у кого-то ребенок мог поступить учиться, уехать из родительского дома, или там, выйти замуж, жениться и создать уже свою семью. Да, может быть чувство одиночества, отсутствие любви или неудовлетворенное желание дома, семьи также могут присутствовать. Но карта говорит, будьте сильными и прикоснитесь к той безграничной любви внутри. Это та сила, которая может изменить все. Иногда эта перевернутая карта может показывать, что вы можете испытывать сложности в поиске или в достижении своей цели. Может быть, в новых начинаниях, в новой работе или в каких-то творческих проектах. Может быть, карта говорит, еще внешние обстоятельства не даны. Просто вам нужно усерднее работать. Это не крах вашим новым начинаниям. Просто может потребоваться найти другие способы для достижения желаемого. И энергия, с которой вы выходите из октября в ноябрь, здесь ложится шестерка роз. Карта называется The War of the Rose. Это война роз. Она у вас прямая. Мы видим, что грозовые тучи собираются на небе, и стоит две линии конных рыцарей наготове, лицо к лицу. Эта карта показывает поле битвы. Да, карта может описывать войну в отношениях или битву в вашем сердце относительно отношений. Чаще всего эти отношения носят романтический характер, но это также может относиться к коллеге, начальнику, к партнеру или, может быть, к члену вашей семьи. Здесь могут присутствовать игры силы, и, скорее всего, отсутствует взаимность и связь. То есть вы в отношениях с кем-то зашли в тупик. То есть ваша интуиция, ваша душа говорит вам, что не поддерживает эти ваши переживания, но ваши страсти, страхи и потребности мешают вам слушать. Может быть, вы пытались объединить эти чувства вместе, но, скорее всего, это ни к чему не привело. То есть то, что происходит в этих отношениях, несовместимо с точки зрения вашей души. Итак, вы стоите, ваш дух, ваши страсти, вы просто смотрите и ждете. Но эта ситуация не что иное, как карма. И для вас наступило время дождаться сигнала и приступить к действиям. Осведомленность, дальновидность, самолюбие вот сейчас могут от вас потребоваться, чтобы вы лучше позиционировали себя, а также планировали покинуть это поле битвы. Вот такой у нас получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.